Всем привет, на связи Василий, и сегодня я вам расскажу про прекрасный пляж Пандавы, на который я приехал. Пандава — это южный пляж, и располагается он совсем недалеко от Миласти. Мое видео о котором вы можете посмотреть по подсказке в правом верхнем углу. Неподалеку от него расположен другой замечательный пляж Гринбол и деревня Пичату. Пандава — это особенный пляж и не похож ни на один другой. Его в последнее время обустроили и проложили качественную дорогу до самого побережья. Здесь есть несколько достопримечательностей, а также много различных удобств, как туалеты, душевые кабинки, парковки, кафешки. На входе меня попросили оплатить въезд на пляж. 12 тысяч рупий с человека, это около $1. Как только проезжаешь пост, справа есть узкая дорога на смотровую площадку, откуда открывается вид на все красоты пляжа. Просто посмотрите, какой вид. Сверху открывается вид на другую смотровую площадку. Сверху есть смотровая площадка. Поехали, покажу. Здесь такая тема. Сейчас я поднялся на смотровую площадку с надписью «Пантай Пандава». И вот с таким прекрасным видом. Как вам? Но все же выше было лучше. Здесь располагается большая надпись, где люди делают фото. Все сделано для инстаграмеров. С левой стороны дороги видно прорубленные скалы, в которых есть углубления и стоят статуи каких-то демонов или богов. Я не знаю, в общем, что это такое, пока никакой информации про них я не нашел. Да и думаю, тут всякого понапихали, чтобы просто было. Ниже дорога спускается к кольцу, посередине которой стоит статуя. На пляже есть два крыла, западное и восточное. Именно на восточном я нашел ту самую голубую воду. Вода здесь прям бирюзового цвета, только посмотрите на это чудо. Такое чувство, что вода здесь цвета молока, настолько она красивая. Но здесь плавали большие пятна мусора. Как казалось, это просто органический мусор, обычная трава, поэтому ничего плохого в этом не вижу. Самая красивая часть пляжа восточная, ко всему еще и самая безлюдная. Я решил искупаться в этой красивой воде, но была одна проблема — это грязевые пятна. Так что мне надо было просто быстрее проплыть их, а дальше вода была чистой. Ну как вам цвет? По-моему, офигенный. Еще в отлив здесь появляется проход к следующему дикому пляжу, где можно уйти подальше от суеты. Но ходить без шлепок здесь проблематично из-за огромного количества мелких камней. На пляже есть аллея, по которой можно дойти из восточной части в западную. Прямо у входа в западную часть стоит такой волнорез, на котором есть маленькая беседка. А рядом с ней опять же места для инстаграм-фото. Это морская звезда, Патрик, наверное. Краб, он же мистер Крабс. И какой-то нелепый корабль. Он выполнен очень плохо и, думаю, долго не простоит под солнцем. А дальше идет обычный туристический пляж. Здесь можно попить кокос с видом на океан, отдохнуть под лежаком
или поплавать. Вход в воду здесь попроще и почти нет мусора, водорослей, поэтому можно спокойно поплавать. Я был на пляже 2 раза. Первый на приливе, а второй раз между отливом и приливом, примерно посередине. Все же пляж выглядит намного лучше, когда прилив. А в отлив я здесь вам точно не рекомендую бывать. Во второй визит мне удалось встретить балийскую церемонию. Как я понял, это была церемония жертвоприношения в океан рядом с одним из священных мест. На берегу здесь много варунгов и очень назойливых продавцов. Неудивительно, сейчас почти нет туристов и бедняги зарабатывают совсем мало. Еще когда волны слабые, здесь можно арендовать каяк. Я 1 раз за все время плавал на каяке, когда был на севере острова, а на юге я даже не подозревал, что есть такое развлечение. Также здесь располагается огромный маяк, придающий этому пляжу изюминку, но ничего особо интересного в нем нет. Около западного пляжа располагается сад камней с разными скульптурами. Опять же, такое популярное инстаграм место. Можно погулять, посмотреть. Всяко лучше, чем ничего. Ну что, я пришел в сад камней. Тут все сделано на такую любовную тематику. И такое место для инстаграма в основном, я думаю. Чтобы люди приходили и сделали здесь фоточки. Здесь есть качельки. Прикольная тема. Мне кажется, это место популярное у возлюбленных. Здесь везде надписи I love you. Сюда, наверное, хорошо приходить со своей второй половинкой и делать много фотографий. Еще на пляже есть клуб Roosterfish Beach Club. Здесь при входе надо оставить кредит 300 тысяч рупий за обычный лежак. А потом их можно потратить на еду. А также 1 000 000 за большой лежак в виде кровати. Я думаю, это отличное место потусоваться здесь и провести весь день. Я считаю восточную часть пляжа самым красивым пляжем на Бали именно из-за цвета воды. Он просто какой-то неземной и чем-то мне напоминает залив Майя-Бэй на острове Пhi Phi Lake, что в Таиланде. Пляж Пандава — это действительно уникальное место, которое нужно обязательно посетить. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрел это видео. Если понравилось, поставь лайк, подпишись на канал, если еще этого не сделал. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.